Планшет. Планшет Realme Pad 3 5G. Я что смотрю, сюда здесь у меня еще коробочка от него есть. Вот такая вот, смотрите. Это прям очень интересный вариант, потому что за свои деньги он составляет конкуренцию вот этим вот китайским каким-то подделкам Lenovo, да, китайским версиям, но это глобальная версия на Dimensity 7300 и при этом с очень классным экраном, с классной яркостью, с классным звуком, еще и с 5G модулем. Вот это важный момент. Поэтому на канале Технозон сегодня у нас обзорчик. Поехали. Технозон. Так. Realme 5 Pad 3 5G. Здесь ничего нам интересного не написали, кроме того, что какие бенды он поддерживает. Ну, давайте открывать. Там 8 на 256. То, что они написали. Теперь бы его еще открыть как-то нормально. Ну. О, есть. Итак. Опа. А не, сначала смотрим комплект. Кабель быстрой зарядки, инструкции. Что и все. Ну и сама по себе быстрая зарядка у нас 45 ватт SuperVOOC. Кстати, вот это молодцы. Больше ничего нет, сразу говорю. То есть нету ни чехла, ничего. То есть чехол придется докупать отдельно. Теперь сам планшет. Ой, как классно упаковано. Прям приятно. Металл. Чистый металл. Вообще. Слушай, как они его классно сделали. Рамка пластик. Рамка пластик, сзади металл. Камера, блок камер со вспышкой, кстати. Очень прикольно. Теперь... Там одна камера, наверное, да? Одна? Это не камера? Нет. Или хрен пойми. Непонятно пока. Знаете, что бросается в глаза? Сразу 4 динамика. То есть у нас будет стереозвук полноценный. Сверху у нас есть лоток для сим-карты. Есть кнопка регулировки громкости. Есть 2 микрофона. Дополнительно. Есть Type-C. Так, теперь должна быть скрепка. Вот она скрепка. Я вижу скрепку. Опа. Камера спереди, само собой. 2 симки, либо 1 симка плюс microSD-карта для расширения. Больше, в принципе, ничего тут нет. Такого у нас. Никаких коннекторов под док-станцию, ничего. Ну что, будем включать, настраивать и тестировать. Вы уже увидели распаковочку, все понятно, и смотрим, что заявлено. 11,61 дюймов, 120 Гц, LCD дисплей. Dimensity не просто 7300, а 7300 Max, 12200 у нас мА батарея, 45 Вт быстрая зарядка и 2,8К экран. О чем идет разговор? Смотрите, экранчик... То, что он 120 Гц, мы уже поняли, с разрешением 2800 на 2000. Яркость 550 нит – это у нас пиковая, 500 нит – типичная. Вы сейчас видите, как мы замеряли яркость. И да, мы подтверждаем, экран честный. Ну, там имеется допуск, плюс-минус, там, грубо говоря, 7% или 5 или 7%. Он четко вкладывается в этот допуск. 296 ppi. Пиково это имеется в виду, когда у вас есть черный экран, и пиково может быть какой-то, ну, не только черный, серый экран, и пиково может быть какое-то изображение на несколько секунд, давать 550 нит. Но типичная 500 нит он спокойно дает. Наш прибор измерил все правильно. 8 на 256. Камера задняя SC820CS и передняя точно такая же по 8 на 8. Хотя заявлялись другое чуть-чуть. Смотрите, Realme UI7, Ambient Light Sensor, Hall Sensor, акселерометр, E-компас. То есть можно играть вот так вот наклоном. И поддерживает GPS. Это, кстати, немаловажный аспект. А вот дальше, смотрите, Nano SIM. У нас есть 4G и 5G. Кстати, 4G, вот вы сейчас видите тест. Я сейчас нахожусь в Запорожье. 4G у нас сработала с агрегацией от Kyivstar. То, что мы здесь получили 100 мегабит по 4G обыкновенному внутри помещения, это прям нонсенс какой-то. Я понимаю, что если выехать куда-то, где нет такого количества людей в центре города, сейчас в студии сижу, то будет еще лучше. Но я очень доволен его модулем. По 5 ГГц Wi-Fi. 2.4 мы уже давным-давно не меряем, потому что 2.4
224 это уже атовизм для нас, но по 5 гигагерцовому где-то в среднем 380 на 400 мы получили. 380 на загрузку, на 400 мегабит на выгрузку. Не самый топовый результат, но и не худший, такой среднячковый результат. И, в принципе, для мультимедиа вам с головой хватит. А вот что удивило, что на Dimensity у нас Bluetooth аудио спецификациях заявлены LDAC кодеки, aptX, aptX HD и LHD-C 5.0. То есть вы можете сюда подключать наушники со сверхнизкой задержкой, с поддержкой таких вот HD кодеков. Это очень круто. При том, что цена его $477 5G. Вот я ссылку разместил в описании под видео. Главное не перепутать, потому что Wi-Fi и 5G отличаются всего лишь в $20. Я покупал конкретно по этой ссылке. А теперь дальше. 6,5 мм Ultra Slim, Next AI, ну, есть кое-какие фишки искусственного интеллекта, конечно, они преувеличены. 1,07 миллиардов цветов, потому что здесь 10-битный экран. Вот так вот. 7:5 соотношение сторон. TÜV сертификация для глаз, Quad Sound и даже датчик отпечатков пальцев, который работает практически мгновенно. Вес его 578 грамм. Металлический, ну вы уже на распаковке видели, просто про вес вам сказал. А вот теперь по батарее. Смотрите, 16,7 часов онлайн проигрывания видео, 17 часов онлайн AI чата, 76 дней в стендбае. И 6,5 Вт еще и есть реверс-зарядка. То есть вы можете от него заряжать, например, наушнички там, или какой-то другой там, ваш какой-то девайс. 1 миллион в Antutu, я подтверждаю, я покажу, действительно работает. Ну и в принципе можно под него подкупить еще клавиатурку, можно подкупить под него стилус. Он поддерживает на нативном уровне стилус родной, который совместим. Знаете, что есть? Scroll videos without touching. То есть здесь есть такая, вот если вы поставили, там, допустим, смотрите, ну, вы можете скроллить вот так вот просто рукой махая, он будет скроллить видео для ТикТока хорошо. Ну, такое себе. Ну, и Realme 3 Keyboard можно докупить. Хорошо, ребят, ссылка в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик. А если не знаете, где купить в Украине ТВ-боксы проверенные и подписки, то technozone.com.ua и tv-technozone.com.ua. Пожалуйста, официально, очень качественно и с гарантией. Переходим на тест основного планшета. Так, сначала мы, конечно же, пробуем отпечаток пальцев. Ага. А он, кстати, сразу разблокировался. Сейчас попробуем еще раз. Какую кнопку вообще? А ну. О, смотрите. Практически мгновенно. О. Ну, хорошо, хорошо работает. У нас есть отпечаток пальцев. Есть, кстати, еще разблокировка по лицу. Неплохо. Давайте интерфейсик посмотрим. Очень-очень плавный. Знаете почему? Потому что 120 Гц. Давайте я поставлю, наверное, вот так вот. У нас будет стоять. Слишком яркий пересвет у нас. Отрегулируем. Да, пересвет есть. Потому что, ну, действительно, очень яркий дисплей. И это очень даже неплохо. Нам нужен калориметр, Леночка. Сейчас нам Лена даст калориметр. Мы обязательно проверим его фактическую яркость. По Antutu он набрал 1 012 315 баллов. По мультитач-тесту, ну, 10 отлично. Слушайте, ну, прям приятный. И вот плавность интерфейса у нас благодаря именно частоте обновления экрана я поставил 120 Гц. Можно поставить стандартную, либо автовыбор. Действительно, это вот очень-очень плавно. Кстати, у нас в настройках экрана есть авторегулировка, цветовые режимы экрана. У нас есть защитный глаз. Что такое защита? Защита глаз и сон. Режим сна. А что значит режим сна? Автоматически регулирует цвет экрана, применяя более теплые тона. Понятно. Это ночной режим, а не режим сна. И давайте включим хотя бы 5 минут для того, чтобы у нас нормально была проверка личности. Вот уже. Все равно у нас, слушайте, пересвет какой, а. Очень яркий, прикольный экран. Из настроек того, что я здесь вижу, ну, управление взмахами. А что это такое? Бесконтактные жесты. Это как? Ух ты. Да ладно. Смотрите. Бесконтактная прокрутка. Прокрутить вниз. Да ладно. Слушайте. Это прям очень круто. Прокрутить вверх. Ну, давайте. Бесконтактная прокрутка. Согласиться и продолжить. Включено. Изучить жесты. Поднимите. Да, поднял. И что? О, вы поняли? Бесконтактные жесты есть. Вот это очень круто. Слушай, здесь есть бесконтактные жесты.
То есть, если ты куда-то поставил на это, ты можешь рукой, ну, слушайте, это прям классно, хорошо. Ладно, бесконтактные жесты есть. Дальше у нас, Wi-Fi, мобильная сеть, подключение к устройствам. Что у нас за подключение к устройствам тут есть? Компьютер, синхронизировать контент с планшетом и компьютером. ТВ, транслировать изображение с экрана на телевизор и проектор. И поделиться с помощью iPhone или компьютера. Стиль экрана менять. Все, в принципе, стандартно. Экран и яркость мы видели. Звук. Звук давайте мультимедиа сделаем больше. Достаточно громкий. Теперь приложение, батарея. Батарея, кстати, действительно топ. Смотрите. Next AI. Что у нас про AI? Есть у нас перевод с искусственным интеллектом. Можно загрузить пакеты для автономной работы. То есть, у нас есть ИИ-переводчик. А что такое умный цикл с ИИ? Однократное нажатие... поделиться контентом. Нажмите и удерживайте предварительный просмотр снимка экрана, чтобы открыть окно сервиса «Умный цикл с ИИ». Ладно, прокрутить цикл. И быстрые функции в планшете. Слушайте, это прям классно. А как сделать снимок экрана? Ага, вот так, жесты. Это понятное дело. Вы поняли. Вы просто-напросто перетаскиваете в приложение, которое вам надо. Вы сюда добавили. Слушайте, это прям прикольно. Ладно, с этим еще разбираться надо, я честно говоря. Вот обвести круг для поиска. Есть. Вот мы задержали. Это вот прям, слушайте, это прям фишки, как у меня на пикселе. Хорошо. Ладно, что у нас еще есть? Цифровой помощник от Google, это уже мы поняли. Система и обновление. Обновление программного обеспечения. Что у нас тут есть? Realme UI 7 на текущий момент. Установлена последняя версия. Об устройстве. 256, 5G, батарея 12200 мАh. И у нас 8 гигабайт оперативной памяти плюс 10 у нас расширенной памяти. Имеется в виду за счет хранилища. Кстати, знаете, что здесь можно еще сделать? Можно сделать плавающие окна. Можно сделать разделение экрана. То есть, у нас вот такое вот, знаете, вот такая классная тема. То есть, нажали, у нас можно на весь экран закрыть. А можно здесь нажать и сделать разделенный экран. И можно второе приложение какое-то выбрать. Давайте калькулятор, например. У нас будет такая тема. Так, в AIDA 64 мы видим, что это у нас Realme. Платформа MT6878. 8 гигабайт LPDDR4X. 256 хранилища. Bluetooth 5.4. Центральный процессор Dimensity 7320. 4 ядра Cortex A55 по 2 ГГц. 4 ядра Cortex A78 по 2,5 ГГц. 4-нанометровый, кстати. 64 бит. За отображение отвечает у нас Mali G615 MC2 120 Гц и разрешение экрана 2800 на 2000. Сеть Connect у нас на текущий момент 480 мегабит. Вы тесты уже видели. Батарея 12200, Android стоит 16. Доступа к температуре нет. Так, тестируем мультимедийные возможности. Вот звук мне интересно. Здесь квад-звук вообще. Сейчас. О, какой звук приятный. Так. Очень классный звук. Сейчас я тише сделаю. Слушайте, знаете, что самое интересное? Он декодирует в HDR. То есть, у нас здесь HDR, спокойно 4К, 60 FPS. Сейчас посмотрим, он даст нам. Статистику для сисадмина не дает. Представляете? Ладно, 4К воспроизводит. Смотрите, как приятно. Так это не самый яркий экран. То есть, на текущий момент я могу сделать ярче. Да, для HDR это вполне приятно, классно показывает. Смотрите, какая прелесть. Очень хороший. Экранчик за свои деньги, да, понятное дело, что есть экраны получше, есть экраны поинтереснее, но за свои деньги это прям отрабатывает на 100%. Давайте. Вот здесь вот я звук хочу протестировать. Вот. Слушайте, прям отлично. Для мультимедиа, для просмотра мультимедиа. Давайте чуть смещу, чтобы было такое более контрастное. Для просмотра мультимедиа вообще отлично. Сейчас, не слышу, сейчас. Да, он, конечно, не такой басистый, как хотелось бы, но прям звучит. Смотрите, как красиво.
Для кино вообще будет шикарно. Для кино будет шикарно. А знаете, что хочу? Ой, смотрите, оно сложилось. У нас есть Island, Dynamic Island. Хочу попробовать Netflix. HD и пространственный звук дает. Да, спокойно можно смотреть и Netflix, и другие стриминговые сервисы. Супер. По мультимедиа у меня вопросов нет. По камере. Знаете, что удивительно? Что для... Ой, слушай, он прям в макро сфокусировался. Прикинь, смотри. Иди сюда. Прикинь. Ну, подожди, сейчас я яркость уменьшу, чтобы зрители увидели. Ой, это я сильно уменьшил, конечно. Что-то я перестарался. Смотри. Оно лежит на этом. Смотри. Хорошо. Оно прямо в макро мой этот словило. Блин, смотри, какая прелесть. Вообще топ. Смотри. Да, и вообще камера немного приятно удивила, говорю вам сразу. Дело в том, что, я вам сейчас покажу примеры фото и видео, это один из тех планшетов, в отличие от его китайских собратьев, ну, прям имеет неплохие алгоритмы. Мы здесь специально фотографировали солнце для того, чтобы понять, как у нас экспозиция сработает, и она сработала просто шикарно. Смотрите, то есть это хорошая цветопередача. Для планшета это удивительно. Смотрите. То есть у нас очень неплохо. Ну, здесь мы чуть-чуть получили такой красноватый оттенок, потому что здесь оранжевого много. Но прям я удивлен. Я вам оригиналы закину в описании под видео. Ссылки для того, чтобы вы могли посмотреть. И вот прям тоже будете удивлены. Да, нет у нас какой-то нормальной стабилизации, как мы видим. Да? То есть, возможно, какая-то минимальная цифровая, но нет. Все равно шаги ощущаются. А так статичное видео снимать очень даже неплохо. Ух ты, клубника какая прикольная. Вот клубника чуть-чуть, знаете, что дало фиолетовый оттенок. Чуть-чуть. Ну, она была в тени. Она была в тени, да? Да. То есть у нас лисичка тестировала. Ага. А вот капусточка отлично. Зеленые лампочки. Вообще, вот по фотографиям шикарно. Посмотрите, это фронталка. То есть я фотографировался, это фронталка. И я могу даже, наверное, сейчас вам сэмпл записать с фронталки видео. Специально. Давайте я вам с фронталки видео запишу. Такое тестовое. Привет, друзья. Вы сейчас видите вот именно тестовое видео с фронталочки. Я вам скажу, очень даже неплохо для планшета. Для планшетов обычно это беда. То есть для видеоконференц-связи и что-то даже позаписывать какие-то, может быть, влоги, не знаю. По камере был удивлен. Смотрите, да, действительно. Да, нету у нас никакой там, скажем так, стабилизации. Пишет у нас фронталка 1080p 30 Гц, а основная камера пишет тоже 1080p 30 Гц. Такой базовый минимум для планшетов. Конечно же, он подходит и для игр. Так, пробуем именно PUBG. Ну, конечно, в тренировочной миссии, потому что я уже столько рейтинга слил на эти... мои побегушки при съемках. Так, смотрите, по графике. Дает нам, что баланс. А ну давай, лучшую частоту кадров дает поставить. Хорошо. Для того, чтобы... Ну, это неплохо. Это неплохо очень даже. Да, конечно, можно играть. Слушайте, очень-очень плавно. Смотрите. Очень плавно. Если будете использовать пленку, то само собой может быть не так плавно, но здесь прям стекло покрытие и очень-очень плавно реагирует тач-сенсор. Да, очень хорошо прицеливаться. Мгновенная реакция. Давайте попробуем стрельнуть. Есть, попали. Куда-то еще. Слушайте, неплохо. Для PUBG вообще неплохо. Можно играть на миллион. О чем мы говорим? Здесь миллион по Antutu. Конечно, будет отлично. Слушайте, ну, ладно. Давайте следующую посмотрим. По Shadowguns Legends. Тут у нас все намного интереснее. Давайте попробуем поставить 60. Поставим высокую, применим и побегаем. Дело в том, что Shadowguns Legends, поверьте, может заставить попотеть и более производительные решения. Ну да, я, кстати, вижу, что высокие здесь будут иногда какие-то провисоны на высоких настройках. Средние плюс 60 FPS, если хотите плавность. Если хотите четкость, то это больше у нас высокие настройки на 30 FPS. Будет отлично. Сейчас мы выберем. Вот я всегда хочу попасть в этого из базуки. У меня никогда не выходит. Куда ты идешь? Здравствуйте. Ну вот, ну как можно, блин, промазать так, а? Есть. Давайте пойдем вниз, чуть-чуть посмотрим, что у нас получится.
Слушайте, неплохо. Советую для такого планшета ставить действительно средние настроечки и 60 FPS, потому что 30 FPS ну совсем печально будет. Нормально. Так, ну открываем. Что у нас тут дальше? Так, берем маячок. И, в принципе, можно идти и попробовать дальше. Delta Force. Конечно же, отлично он подходит и для Delta Force, и для Code Mobile. Стоять, стоять. Я, конечно, игрок. Еще тут, наверное, лучше так вот играть, да? 4-пальцевым режимом. Что у нас там? Так, что-то возьмем. А как тут брать? Я, честно говоря, я не сильно большой игрок в такие игры. Я люблю Hearthstone. Hearthstone здесь будет играть 100% идеально. Давайте. Нафига я развеску взял? Ну, короче. Такой, черт знает что. Ладно. Пошли постреляем. Мне главное проверить работоспособность планшета для Delta Force. Что здесь дальше? Press to open map. Ага. Ну что, напишите в комментариях, стоит вообще его использовать для игр или нет. Достаточно интересный экземплярчик. Как здесь пройти вообще? Вот. Открыли. Все, ладно, перешли дальше. Так, ну и танчики, слушайте. Сейчас поиграем, конечно же. Посмотрим, что получится. А что 30 FPS стоит на танчиках? А ну давайте в настроечки. Так, это управление, отзывчивость. Слушайте, ну и в танчики, конечно же, в танчики можно спокойно поиграть без каких-либо вопросов. На самом деле, вот напишите, кто на каких планшетах играет и кто с какими показателями Antutu играет. Для меня Antutu давным-давно перестал быть показателем каким-то, знаете, такой субъективный показатель объективной реальности, скажем так. То есть берешь, допустим, планшет, у него там меньше миллиона, а он тянет игры. И ты такой понимаешь, ну ничего себе, а каким таким образом? А ну давайте сейчас мы ему с добрым утром сделаем. Есть, попали. Слушайте, на фоне вот этого всего я в принципе это своем готов пройти, уже прорезюмировать наш планшет и наше видео. Ну что, по результатам тестов могу сказать, что я его рекомендую. Классная альтернатива каким-то вот третьеэшелонным планшетам, потому что Dimensity 7300 Max показал себя очень неплохо. Очень хорошо, у нас хорошая автономность, потому что 12200 мАh батарея, плюс еще быстрая зарядка. И, в принципе, для игр играйте. Для мультимедиа вообще отлично, потому что HDR-экранчик, HDR декодирует, яркость честная, проверенная. Мои рекомендации есть. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.